Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, вы знаете, что я дарю вам ритуалы разных этносов, на разных языках, разных культур, разных народов, потому что мы с вами все тоже разные. У нас разная энергетика. Все в этом мире зависит от энергии. Мы с вами сами энергии. Если под микроскопом рассмотреть человека, то окажется, что он просто жижа энергия. Атмосфера вокруг нас энергия. Все стихии, начиная от воды, ветра, земли, огня, это все энергия. Поняв это, люди, например, построили гидростанции, начали от энергии воды получать свет, переделывать эту энергию в пользу себя и так далее. Еще много чего мы узнаем и поймем. Мы еще всего лишь капля в море, невзирая на то, что наша цивилизация как будто бы дошла такого пика знаний, да, и все контролируется, все возможно, все можно сделать, но чем дальше мы поднимаемся, тем примитивнее становится человек. В наше время человечество легче простого контролировать, запугать и прочее, прочее. К сожалению, люди, которые не читали ни одну книгу за всю жизнь, люди, которые понятия не имеют о древних знаниях, люди, которые отошли от природы и абсолютно уже не умеют читать знаки природы. Надеюсь, что когда-нибудь человечество вернется к истокам и станет таким же сильным, какой был, и независимым. Но когда это произойдет, большой вопрос. А пока что, невзирая на наши технологии, весь мир абсолютно контролируемый. И человечество превращено в такое некое ощущение стада, которое можно гнать куда угодно. Видели, когда львы гоняют стадо буйволов, да, они то сюда гоняют, то туда гоняют, и этим буйволам в голову не приходит, что львов несколько штук всего лишь, а по силе они, можно сказать, намного превосходят, потому что это гора мускулов. Но поскольку мозга у них нет, поэтому их можно гнать куда угодно. Я к тому, что невзирая на цивилизацию, невзирая на то, что мы себя считаем такими уже достигшими всего, мы еще многое не знаем о мире, о миропорядке. И древние знания сейчас как нельзя кстати, дорогие друзья. Оказывается, что человеческий мозг не такой уж, скажем, неуязвимый, не такой уж понимающий, всезнающий, как нам казалось бы. Так вот, об энергиях. Даже язык народов имеет определенную энергию. Язык народов пустыни лучше всего подходит для ритуалов, например, убирающих зло, очищающих и так далее. Потому что все превращается в нечто, в ничто, одним словом. Точно так же, как и та земля, на которой они обитают, неплодородна. Да? Это пустынные народы, народы кочевые. Народы оседлые, их язык лучше подходит для призыва благополучия, для призыва богатства, потому что оседлые народы накапливают, сидя у себя, накапливают из поколения в поколение имущество, богатство и так далее. Народы степей, кочевники, именно степей, вообще голос степей, их язык, он приучен для призыва удачи, потому как вся их жизнь зависела от удачи, от случайной удачи, которая могла встретиться и на пути им к этой,
то есть на этой пустыне, и помочь им выжить. Только от удачи зависело все. Насколько удачливо они там встретят источник воды, насколько удачливо их скот родить там, скажем, вот этот молодняк, насколько удачливо они смогут вести торговлю и продержаться, прожить, насколько удачливо они могут поохотиться от удачи. Поэтому их язык уже приучен к тому, чтобы призывать эту удачу и получить. Именно по этой причине я даю на разных языках вам ритуалы. И свои ритуалы, ритуалы, которые мне оставляли люди. И я вам показывала атрибуты, которые отправляли мне потомки ведьм. Я вам показывала старинные книги, которые мне дарили люди, у которых, скажем так, предки колдовали, да. Это все собирается не просто так. И черные иконы от женщин, которые захотели мне оставить не своим родным. И, скажем, ритуалы характерников, которые достались мне от знахаря по имени Макарий, потому что его мать была из рода характерников. Это все, дорогие друзья, идет не случайно, потому что через меня передаются вам, передаются миру. А они отдаются в надежные руки, потому что силы просто так, абы кому эти работы отдавать не будут. Они отдают в надежные руки. Сегодня я хочу вам подарить ритуал очень сильный, очень действенный. Чистка дома. И подарила мне женщина, которой сейчас нет уже в живых. Эта женщина со мной познакомилась случайно. Она жила уже одна. В последнее время вот у меня дом оживился. То ли мои духи не хотят отсюда уходить, но я им обещала забрать в новый дом. Не могу понять, почему. Вот, слышали, да? Вот всю ночь стучат. В общем, мне что-то напоминает. Но я уже им говорила уже 100 раз, что я их заберу. Уж не знаю, зачем они так переживают. И домового заберу, он мой дорогой. Правда, надеюсь, там они не подерутся с тем домовым. Того надо будет попросить уйти, а своего привести. Разберемся. Так вот, этот ритуал мне подарила женщина, которую называли Айше Ханым. Она жила одна, у нее уже дети были, то есть взрослые, не жили с ней. Была вдова. Что там, кричат на улице? Она женщина из благородного рода. Я вам как-то уже дарила один ритуал против врагов, если помните, да, на тюркском языке. Так вот, она из купеческого рода, из богатого купеческого рода. Когда к власти пришли коммунисты, то обвинили ее отца в мусаватизме и расстреляли. И все их имущество, в общем, прибрали к рукам бакинские комиссары. И ей пришлось бежать в Грузию. Потом они перебрались в Абхазию. В общем, мы с ней виделись именно в Краснодарском крае, когда я ездила раскопками. Эта женщина, узнав, кто я, попросила меня прийти к ней домой. Мы с ней сидели, она мне угощала кофе, расспрашивала. И мы с ней довольно подружились. Правда, виделись несколько раз. И она передала мне несколько таких ритуалов. Сказала, что когда-нибудь, может быть, мне они пригодятся. Дорогие друзья, там написано было на тюркском. И насколько я смогла, то есть переписала на русский язык, чтобы суметь произнести. Если я буду произносить с ошибками, то кто знает тюркский, сами для себя исправляйте и произносите правильно. Я думаю, что в принципе основной принцип там соблюдается. Ну, если одна буква сюда, другая туда, это не страшно, не трагедия. Даже если вы не совсем правильно произнесете, это ни о чем не говорит. Главное сделать как нужно. Значит, вам нужно будет купить абсолютно новое зеркало.
Это не новое, я просто здесь показываю вам. Абсолютно новое зеркало, не торговаться. Мужчинам в мужские дни, женщинам в женские дни. Объясню женские и мужские дни. Те дни, которые заканчиваются на А, это женские дни. Там суббота, пятница, среда. Это женские дни. Остальные дни мужские. Не торговаться. Либо платите картой, либо ровные там отдайте цену, сколько стоит стоимость, да, этого зеркала. Либо столько, чтобы не взять сдачи. То есть небольшую сумму оставить там. Берете зеркало, с 12 часов до 4 ночи у вас есть время. Кладете зеркало на стол, вокруг ставите 6 свечей и емкость с водой. Еще можете взять длинные такие спички или еще одну дополнительную свечу, как хотите. Это уже от вашего желания зависит. Потому что вам нужно будет огнем провести вот над зеркалом. То есть сейчас объясню почему. 6 свечей вокруг, обычные свечи. Зажигайте. Кладете зеркало посреди свечей. Черный алтарь. Читать нужно 6 раз. Каждый раз читая, в конце зажигаете вот так вот спичку или свечу. Проводите, как бы печатаете сверху, ставите замок, закрываете за этими силами, которых вы туда отправили, да. И гасите этот огонь. Потом снова. Что из себя представляет эта работа? Это очищение дома от ненужных сил, ненужных духов. Здесь я не положила на стол, но вам нужно будет, значит, отрез черной ткани, под это зеркало положите. И когда вы закончите этот заговор, просто этой тканью закройте зеркало и подождите, пока свечи догорят. Зеркало не открывать ни в коем случае. Ткань должна быть длинная, чтобы она могла полностью закрыть вот эту зеркальную вот гладь. Начитали, подождали, пока эти свечи догорят, так и оставляйте. До утра никто это зеркало трогать не должен. Можете провести в таком месте, чтобы ваши домочадцы, например, не видели и не трогали. На следующий день это зеркало унесите в безлюдное место и закопайте там. Оставьте сверху огарки свечей и 6 монет. Мне иногда спрашивают, вот если свечи догорают до последнего, ничего не остается, что сделать? Ничего не сделать. Отнесите туда только откуп. Значит, кидайте эти монеты, говорите, откупаюсь и уходите. И у вас в доме, если у вас в доме ссоры, скандалы, если у вас в доме постоянные расходы, что-то ломается все время, вот не хочется домой прийти, что-то не тянет домой, плохое состояние, это все снимет прям рукой. Значит, каждый раз, прочитав заговор, берете чуть-чуть воды, делаете как бы омовение лица, вот так. Мажете на лицо и на руки. И дальше читайте. В конце эту воду можно просто вылить. Все, что здесь останется. Собирается вся плохая энергетика, все злые духи, которые в доме обитают, и отправляется в зеркало. Сверху, в конце каждый раз, сверху вы огнем ставите печать, закрывайте им обратные дороги, вот тех, которых отправили, да. Потом тушите вот этот огонь, эту свечу или там спичку. Дальше 6 раз нужно читать. Я здесь прочитаю несколько раз. И потом напишут вам заговор на тюркском. Я попрошу, пожалуйста, не писать внизу. Дайте заговор. Вот кто будет это писать, будет в черном списке. Мне это надоело. Вы должны иметь корректность. Мы не можем бегом лететь и писать. Сами останавливайте и пишите, раз уж вам очень срочно надо. И запомните, тюркский, на котором говорят турки, это одно наречие, азербайджанцы – это другое наречие. Узбеки тоже говорят на тюркском, но немножко там смесь разных других, значит, языков. На тюркском разговаривают татары и так далее. Тюркский язык, он сам по себе очень распространенный. Алтайские там народности говорят на тюркском. Поэтому если вам какое-то слово кажется неправильным, это не значит, что это неправильно. Это значит, что это наречие. Один из наречий тюркского. Даже в разных местах проживающие тюрки могут говорить на разных наречиях, чтобы вы знали. Итак.
Ben toplamak. Bütün kötülükler aynada. Ben toplamak aynada kötü ruhlar. Her akiden evin köşeleri, kapıdan, pencerelerden, çadiden, yerden, tavandan, kötülük, сейчас сложное слово, kötülüğü topla, kötülüğü topla, kötülüğü topla, git siyah aynada. Orada servis yap. Orada kal. Kutsal güç gel. Evimi temizle. Siyah aynadan ruhların dünyasına git. Evimi temizle, öyle olsun. Аминь. Потом берете вот так свечу. Сложно, конечно, не свой язык читать, но знаете, так проводите. Неважно, по какой стороне провели. Вот так вот потушите. Берете чуть-чуть воды, так в лицо. Еще немного руки мажете. Вот. И дальше. Дом может оживиться, начнутся скрипы, начнутся какие-то, может быть, даже, знаете, звуки. Бояться не нужно, потому что вы от всего этого избавляетесь. Дальше. Ben toplamak bütün kötülükler aynada. Ben toplamak aynada kötü ruhlar. Her agiden evin köşeleri, kapıdan, pencerelerden, çadiden, yerden, tavandan kötülüğü topla, kötülüğü topla, kötülüğü topla, git siyah aynada. Orada servis yap. Orada kal, kutsal güç gel. Evimi temizle, siyah aynadan. Ruhların dünyasına git. Evimi temizle, öyle olsun. Аминь. Опять берете огонь, сверху проводите, потушили, взяли воду, сделали что-то вроде омовения, очищения себя. Дальше продолжайте. Снова читаю. Читаю специально медленно, чтобы кому нужно, смогли записать. Ben toplamak bütün kötülükler aynada. Kötülükler. Все, язык сломаешь. Ben toplamak bütün kötülükler aynada. Ben toplamak aynada kötü ruhlar. Her agiden evin köşeleri, kapıdan, pencerelerden, çadırdan, yerden, tavandan kötülüğü topla, kötülüğü topla, kötülüğü topla. Git siyah aynada, orada servis yap. Orada kal, kutsal güç gel. Evimi temizle, siyah aynadan ruhların dünyasına git. Evimi temizle, öyle olsun. Amin.
Дальше берете 6 раз, как сказали, закрывайте черной материей, оставляйте, чтобы свечи догорели. Свечи догорят на следующий день. Это все вы прям так оставляйте. На следующий день выливайте эту воду с утра, то, что осталось. Огарки свечей, зеркало и 6 монет уносите в безлюдное место, там закапываете, оставляете свечи и монеты, кидаете сверху и говорите: откупаюсь, и уходите. И дома все ваши ссоры просто закончатся. Закончится одним махом. Утихомирится, все успокоятся. И очень может быть, что дела пойдут лучше, и перестанут у вас дома быть непредвиденные расходы, и перестанут быть денежные какие-то потери непонятно куда. И тем более, если у вас дома есть нежелательные гости, или вы не хотите, чтобы пришли эти нежелательные гости, то они к вам не придут больше. Всем удачи. Да, и поблагодарим ту самую женщину по имени Айше. Ее уже нету в живых давно, она уже была пожилая тогда. Пусть ее душа покоится с миром. Всем удачи.